Здравствуй, мой дорогой друг. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня у нас что? Правильно, четверг. Значит, что? Правильно, бесплатные чудеса там откуда-то из Стима. Вот, нашел я одну прикольную штуку. Значит, в продолжение темы вторника, где мы с тобой изучали игрулечку по Half-Life, модификацию. Вот еще одна. Но это уже даже не модификация, это значит штучка, которую разрабатывали, я так понял, сами Valve. Была как бы технодемкой, но заодно и должна была быть там продолжением, типа третьим эпизодом Half-Life. Но что-то не срослось, не получилось, не фартануло. Пацан к успеху шел, поэтому есть небольшая игра, в которой эта технология демонстрируется. Вот эти отражения водички и прочих штук в сурсе. Собственно, мы с тобой начинаем. Тут всего одна глава. И я думаю, это будет не очень долго. Но мы посмотрим, как минимум, что оно из себя представляет. Что у нас тут? Режим комментариев выкрыл. Lost Coast включает аудиокомментарии разработчиков проекта из Valve. Давай включим комментарии, послушаем, что они нам будут рассказывать. Режим комментариев Cool. Чтобы начать или остановить воспроизведение, наведите курсор на значок комментарий, нажмите кнопку «Использовать». Надеюсь, у них будут субтитры у этих комментариев, хотя бы потому, что вряд ли разработчики Half-Life говорят на русском. Все тупо Half-Life 2. Здравствуйте. Чувствуешь, да? Вот раньше умели делать отражение без вот этих ваших модных видеокарточек и прочих штук. Hi, this is Gabe Newell, and welcome to the Lost Coast. Это Гейб Ньюэлл, добро пожаловать в Lost Coast. А подожди. Нельзя. Вот и нельзя. А они не озвучены, к сожалению. К сожалению, не озвучены. Мы сделаем, наверное, вот так, чтобы, да. Окей. Возобновить игру. Во время экскурсии мы поговорим о разработанной нами новой графической технологии High Dynamic Range Light, или сокращенно HDR. Мы также расскажем о сложностях при разработке и кодировании, с которыми мы столкнулись в процессе создания уровня Lost Coast. Сначала краткое пояснение к системе комментариев. Чтобы послушать комментарии, наведите перекрестие прицела на двигающийся символ комментария и нажмите «Послушать комментарий». Плюс клавиши «Использовать». Нажмите, конечно. Послушайте комментарий. Для остановки комментария наведите перекрестие прицела на вращающийся крестик и снова нажмите «Использовать», чтобы это дело закончить. Ладно, что у нас тут дальше? При использовании традиционного рендеринга, представленного слева, объект значения отражаемой яркости на уровне всего 20% от максимальной яркости монитора. HDR представляет собой более точное моделирование света, гарантируя, что отражение солнца на мокром песке будет выглядеть так, как оно выглядит в реальном мире, что теоретически позволит использовать 100% от максимальной яркости монитора. Для моделирования света, представляющего собой 100% от максимальной яркости монитора. В HDR что-то там. В HDR используется мягкая подсветка. Да. Как бы чувствуешь, что ты знал, что HDR сделали Volvo. А вот теперь знаешь. А там вот наебка. Еще один комментарий спрятали. Когда группа художников только задумалась над уровнем, позволяющим продемонстрировать возможности HDR, одним из первых пришедших на ум вариантов был пляж. Без использования HDR мы вряд ли бы смогли добиться визуальной взаимосвязи неба, воды и скал, чтобы обеспечить широкий динамический диапазон для корректного моделирования взаимодействия света с поверхностями вокруг игрока. Например, как на этих мокрых скалах.
Ага. Нам потребовалась более точная информация о поверхностях, чем та, которая использовалась раньше. А теперь мы выполняем моделирование текстур в пакетах обработки трехмерной графикой, чтобы физическая информация, заложенная в текстуры, позволяла HDR конкретно обрабатывать отражение света от поверхностей. Да что вы такие быстрые? Где? Мы также разрабатываем цвета и значения для каждой поверхности, чтобы быть уверенными в том, что эти значения будут верны при всех уровнях освещения. Не, ну как бы по факту красиво. Пикселя. Зато красиво. Слышь, ну, без... Тебе не нужна была отдельная приблуда, чтобы этим пользоваться. Типа, это вам не VR, так сказать. Это просто чуваки накатили на движок приколюху. Процесс создания персонажа Half-Life 2, да, предал нам не один хороший урок. В конце этого процесса мы думали, что наш наиболее эффективный способ проектирования и построения персонажей. Рыбак первым персонажем, создавшимся с использованием этого процесса, был. Он представлял собой прекрасный образец внедрения HDR, особенно при освещении кожи человека. Светлые участки на его лбу и носу хорошо демонстрируют блеск человеческой кожи. Обратите внимание на морщинки на щеках и вокруг глаз. Это пример использования карт нормалей для добавления глубины. С точки зрения этих текстур, создание рыбака схоже с созданием скал на пляже. Сперва выполняется моделирование трехмерной модели с высокой степенью детализации, а затем из нее извлекается максимальный объем физической информации, которая впоследствии закладывается в текстуры. Неожиданно, но приятно. Чудеса не иначе. Пошли смотреть на морщинки деда. А ну-ка, стоп, эй, ты. А он-то говорит уже на русском. Погоди минутку, а ты не... Ты тот ученый тип. Да, Фридман. морщинистый. Фишман, да? Да, я Фридман. Должно быть, ты здесь, чтобы разобраться с Альянсом. Не знаю, что может сделать один человек. Ну, зачем еще тащиться в Святую Ольгу в такие времена? Я доставлю тебя до их базы. Или куда смогу доставить, не щадя себя. Хорошо, дружище. Ля, в сапожках отражение есть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля, что происходит, ля, что творится. Конечно, RTX, возможно, более точно все это дело отражает, но извините меня, это какой год был? Как бы не вот эти ваши современные штучки-дрючки. Давай я открою тебе эти ворота. Что ты нам скажешь? Давай, открой нам эти ворота. Ключ здесь. Где-то здесь. Ну вот этот. Вот это. Пошли прямо сейчас, салага. Давай, заканчивай с той пушкой, не копайся. Подожди, брат. У нас тут это, еще одна интересная вещь есть. Вода поставила перед нами немало задач, связанных с рендерингом. На самом деле приходится выполнять рендеринг сцены 3 раза. Давайте сделаем снова потише, чтобы, собственно, не перебивать друг друга. Первый раз для рефракции подводных источников, второй раз для расчета отражений на водных предметов и третий раз для построения картинки в целом, так как ее должен видеть игрок. В двух небольших окнах на экране представлены сцены отражения и рефракции. При рефракции выполняется попиксельный расчет объема воды, через который смотрит игрок, чтобы рассчитать объемный подводный туман. Это позволяет выполнить моделирование... Подожди, ну деда. Это позволяет выполнять моделирование конкретных объектов. Для внедрения HDR в полной мере пришлось проанализировать все ядро и изменить все функции, в которых рассчитывались свет и цвет. Например, потребовалось улучшить уже имеющийся рендеринг отражения и рефракции для воды, чтобы обеспечить поддержку всех значений контрастности. Не, ну выглядит секс, а ну-ка. Поторапливайся, давай на тропинку. Слушай, он из Сталкера пришел. У него голос, как у персонажа из Сталкера. Ладно, я возьму с собой твою гарпу. Хорошо, как вернусь, найду тебя здесь. Договор. Договор, деда, договор.
Наговорились мы с дедом, что найдем его здесь. Тропинка пиздец, конечно. Как вот это по ней ходить? А там у нас что? А тут у нас что, собственно? А нихуя. Грустно как-то. Я-то надеялся, что что-то, а тут ничего. А тут у нас ничего. А ну-ка пойдем. А, почему? Получай в ебасосину. Ладно, уговорил. Он некачественно получает по ебалу палкой. Я тебе вот что скажу. Аж как-то грустно даже. Очень грустно. Я-то надеялся на то, что он... Это что, блядь, было? Я-то надеялся на то, что он более качественно по ебалу получит, а он не захотел. Ломик, коробяки. Хуяк. Все, вот наша заминочка и решилась коробяками. Вот и все хорошо. Нету патрона альтернативного огня. Даже как-то грустно. Обнаружена кровопотеря. Обнаружена кровопотеря. Ну и ладно. Собственно, мы с тобой бежим и прыгаем. Раз. Чтобы что правильно, чтобы добежать до комментария. Ты чё, урод, блядь? Устроил, понимаешь ли? Чё устроил-то? А что здесь? Какие-то вокруг взрывы, что-то непонятное происходит. Понимаешь, что происходит? Я вот не понимаю, что происходит. А ну-ка. Оманись. Пойдем за комментарием обратно вернемся. А то что это, понимаете ли, вот это вот устроили. Устроили, понимаете ли, тут какую-то заварушку непонятную эти товарищи. Что им от нас надо, не ясно. Область, в которую вы входите, называется Ареной обрывов. Нам очень понравились крутые обрывы в Half-Life 1, но, к сожалению, мы не смогли развить эту идею в Half-Life 2. Вертикальное пространство позволяет вынуждать игрока реагировать на угрозы сверху и сбоку. Мы обнаружили, что игроки фокусируют свое внимание в том направлении, в котором они перемещаются, поэтому с помощью обрыва, заставив игрока взбираться на него, можно вынудить игрока посмотреть вверх и продвигаться к встрече с врагом. Если бы игрок двигался вдоль основания обрыва, он вряд ли обратил бы внимание на солдат, спускающихся сверху на трассах. Гибель от неизвестной угрозы никогда не кажется честной и уж точно никому не доставляет удовольствия. А я могу просто, типа, пойти по лестнице? Нет? Ну, то есть, если я бы, вот, допустим... Кто-то бомбит город. Кто-то бомбит город. Да, гомонись, блин, надо было нажать, а я чуть не нажал. Молодой, глупый, что сказать. Угомонили. Перезаряжаемся. Вот перезарядка, то, чего мне не хватало в постеле. Кнопочки R. Так, подожди. А что, в смысле? Одной функцией нашего решения HDR является динамическое отражение оттенков. Понять механизм динамического отражения оттенков будет проще, если мы скажем, что это моделирование реакции человеческого глаза на воздействие света. В реальном мире вы входите в темную комнату и замечаете, что ваши глаза приспосабливаются к темноте. И вы начинаете видеть лучше лишь через некоторое время. Аналогично, когда у вас ослепляет яркое солнце, на то, чтобы глаза приспособились к новым условиям освещенности, также требуется некоторое время. Радужная оболочка глаза изменяет свое состояние в зависимости от интенсивности света, попадающего на нее. Механизм сцены в соответствии с поведением радужной оболочки глаза человека в реальности. Вы можете оценить этот эффект в процессе перемещения из темного туннеля на яркое солнце и обратно. Здесь можно увидеть, как выполняется расчет количества света, попадающего в глаз игрока. Мы делаем снимок сцены и извлекаем уровни яркости для определения среднего чего?
HDR solution is dynamic tone Давай походим. mapping. The easiest way to think about dynamic Ля. tone mapping is that it's a А method ведь, of а ведь simulating да. the way human eye Ра. reacts to light. In the real world, we Мне probably интересно, walk а through это dark как-то rooms, послойно eye делается? adjusting to the darkness, letting you see better after some time. Ну, в Or смысле, you've типа, walked out into a bright day and been есть blinded момент by the этой sun. четкой грани. Eye adjusts and Ну, allows видимо, есть, но он довольно сильно размыт. is adjusting itself in response to the amount of light hitting your eye. Dynamic tone mapping simulates this by Кроме того, для automatically получения более точной модели глаза предполагается, что свет... you can see Ты this чё устроил, блядь? in a dark tunnel to the bright sun. Предполагается, что свет в центре экрана более важен, чем по краям. We take a snapshot of this image, Ага, блядь. measure the brightness levels, То есть, если я хочу обратно, то мне нужно как бы... light at the center of the screen more importantly Падать придется обратно. better simulate the geometry of the eye. А тут еще и несколько уровней. Обнаружен тяжелый перелом. Обнаружен тяжелый перелом. Обеспечение включено. Ну, бывает. А, понял. Блять, откуда идет огонь по городу? Ты понимаешь? Я не понимаю. Еще не понимаю, откуда взялись вот эти уроды здесь. Ведь вроде бы внизу никого не было, а я спустился сверху, и то есть, ну как бы... Я понял. У меня есть ощущение, что они там спавнятся. Ну, типа просто как бы... Да, спускаются на тросах по объяснению разработчиков, но по сути, походу, тупо спавнятся. Арена обрывов. Слушай, ну, выглядит годно. Но ты понимаешь всю гениальность Volvo их же словами. И это круто, на самом деле, если так подумать. То есть, как бы не просто, типа, эта игра гениальна просто потому, что... А тебе еще объясняют моменты, где ты считаешь ее гениальной, почему это так. Это очень интересное решение, на самом деле. Еще одна аренка, где пидорас. Видишь его? Я вот нет. Я вот нет, меня это смущает. Что у нас тут? А дверка-то закрылась. Мы называем этот двор ареной. Арены строятся для того, чтобы задержать игрока на некоторое время. Обычно игрок вступает в них в бой или сталкивается с другими задачами. Часто на арене есть несколько точек проникновения для врагов, а также ворота в какой-либо форме, которые не позволяют игроку покинуть арену до тех пор, пока задача не будет выполнена. В данном случае враги позволяют игроку покинуть, появляются на арене только после того, как игрок решит головоломку и вызовет срабатывание сигнала тревоги. Такой подход позволяет игроку изучать арену и освоиться на ней до начала боя. Это добавляет неожиданности для игрока, который ожидает атаки сразу после достижения цели, поставленной в начале карты. Перерыв в боевых действиях также представляет собой очень важную часть прохождения уровня. Он позволяет игроку восстановить силы и оглядеться по сторонам, переводя дух после боя на обрыве. Так, ну, что я могу сказать? Головоломка, говорите. А я могу упасть в бассейн? Не могу. Не могу упасть в бассейн. Это грустно. Там тоже ворота, да? Умно. Опа. Опа. Ништяки подъехали. Ништяки — это дело нужное, да? Очень душный эффект этих взрывов, потому что ты постоянно пытаешься найти того, кто стреляет, какая падла стреляет из РПГ и мешает всем соседям спать в 4 утра. А его не видно. То-то. Так, ладно, давай зайдем сюда, посмотрим здесь, что у нас. Source engine supports a wide variety of
В ядро Source включена поддержка многих шейдеров. Для реализации рефлектного шейдера на окне требуется, чтобы мы скопировали сцену на текстуру, выполняя рефракцию, а затем применили ее к поверхности окна. Но поддержке HDR в полной мере необходимо обновить все шейдеры в ядре, поэтому рефракционный шейдер был доработан для поддержки контрастности в полном диапазоне. Would be refracted correctly. Там было что-то лицо, или мне показалось, вот в этой части. Смотри, подожди. Ладно. Ладно, стой. Кто делает вот такие вещи на балконах? Я понимаю, все для безопасности людей, чтобы они, не дай бог, не упали, но... Ну, типа, йоу. Выглядит странно. Для демонстрации динамического отражения оттенка с мощью HDR нам потребовался переход от открытого светлого пространства к замкнутому темному. Мы также хотим обратить особое внимание на контраст элементов, например, объединение объектов древней человеческой архитектуры и футуристической архитектуры Альянса. Монастырь идеально подошел для решения этих задач. Монастыри обычно изолированы, темны и построены много веков назад. Они представляют собой великолепный контрастный фон для технологий Альянса при построении фантастических объектов. Мы старались располагать их около объектов реального мира. Мы используем стиль этого объекта как формирующий, что позволяет задать логическую связь между ними. А где? Не понял. А, вот где. Ну, ништяк, чё. Церковь представляет собой прекрасные драматические объекты. В них часто используется естественное освещение с крайними степенями темноты и света. Это делает их превосходным местом для демонстрации эффектов HDR. Готические церкви представляют собой спокойные монохромные пространства, которые представляют почти каждом фильме ужасов или компьютерной игре. Православные церкви, напротив, окрашены во многие цвета и созданы из множества материалов. Нам хотелось, чтобы отражения HDR появились в многообразии цветов и материалов. Здравствуйте. Православненько получилось на самом-то деле. Так, что у нас тут? Опа, тут у нас ништяки. Тут у нас с тобой ништячки ништяковые. Ракеты. Угомонили пару этих. Лечиться нам пока не нужно с тобой. Берем автомат в ручки. Ну, чтобы было интереснее. Вот эту дверь, я так понимаю, нам в итоге нужно будет открыть. Ой. Так надо? А ну-ка. Почему я не могу забрать эти штуки отсюда? Кажется, я ее сломал. Наши игры наполнены объектами, которые мы называем воротами. Ворота представляют собой цели, которые игрок должен достичь перед дальнейшим продвижением. Поскольку игрок недавно участвовал в бою и исследовал уровень, в данном случае используется головоломка. При проектировании задач мы стараемся, чтобы цель, которую надо достигнуть, и способ решения доставляли игроку удовольствие. Составлять интересные для игрока задачи, например, предотвратить разрушение этой машины в соседней деревне, несложно. Но способ, которым игрок будет достигать своей цели, должен доставлять ему удовольствие. Поэтому вместо простого способа, например, использования выключателя, игрок должен воспользоваться знанием физики, чтобы заклинить механизм и вызвать его поломку. Ага. Ну, собственно, немножечко отчернули, получается. А ну, отдай, блядь. Не помещается. Ну, не помещается, и хуй бы с ней. Ведро дай. Ведро сработало. А все, блядь. Не, ну, справедливость... Справедливости ради я ожидал чего, блядь, угодно, только не хэдкрабов. В боевой сцене, сука, тем более вот этих вот нейротоксичных ублюдков. Пошли нахуй. Кажется, там вертолет еще вылетел за нами. Но это не точно.
Вертолет надо угомонить. А то что, он сейчас все разнесет к херам собачьим. А нам это надо? Нам это не надо. А ну-ка. Ёб твою мать. Получай, получил, получай, получил. Да, эти синеглазки, конечно, такие зайки. Штурмовые винтовки Альянса, все окна битые. Так, ну я так подозреваю, нам куда-то сюда нужно перемещаться. Да ну ёб твою мать. Чё устроил, блядь? Дайте вертолет сбить. Я хочу сбить вертолет. Я хочу сбить вертолет, блядь. Вертолет хочу сбить. А ну-ка, у нас еще были с тобой ракеты. Вот, к слову, до 5. Вот это я считаю отличным просто количеством. Отличным количеством оружия до 5, потому что, типа, до 9 это полный пиздец. Еще когда в каждом слоте у тебя его 100 штук, это как бы напрягает. А что, его все? А, я его приговорил. Ну, приговорил, так приговорил. Че бубнеть-то? Ты где тут орешь? Я тебя слышу, но не понимаю, где ты. Может, сверху где-то? Ты видишь его? Ляг ты, крыса! Иван Васильевич, ну ты пидорюга, конечно. В окошках прячется. Вот это, кстати, очень интересное и неожиданное решение, потому что ну, не часто бывает такое. Уля, тут выход сделали. Не часто бывает такое, что прям, ну, типа, вот в окнах домов, которые кажутся мертворожденными, бывают враги. Это, я считаю, правильно. Нужно напрягать игроков, потому что, ну, как бы, блядь, иначе мы совсем разленимся. Потом будем писать, что игра говно, геймплей неинтересный. Все, закончился. Вот и все. Вот и успокойся. А чё орал-то? Чё вот это вот? Соседей будешь в 4 утра, пидорас, блядь. А потом, видите ли, я виноват. Да хуй там плавал. Сам виноват. Красота. Что нам тут скажут? Что ж, наша экскурсия по уровню Lost Coast закончена. Это был эксперимент разработчиков, направленный на то, чтобы понять, насколько сообществу интересны подробности процесса разработки. Как обычно, нам интересно ваше мнение. Вы можете связаться с нами по адресу gabenvalvesoftware.com. Если пользователям понравилась эта экскурсия, мы продолжим выпускать такие экскурсии для всех игр, которые разрабатываются в дальнейшем. Спасибо за ваше внимание. Ну, по всей видимости, так как больше я не слышал о подобных экскурсиях, мне кажется, что они закончились на этой игре. Хотя, может быть, я просто их упустил. И если я их упустил и просто, ну, как бы не знаю о их существовании, а они есть, то напиши мне, пожалуйста, о них в комментариях. А мы с тобой еще тут немножечко побродим, раз что ты не против. Если уже... Так, а это берется? Нет, не берется. А это... Вот это берется. Хуяк. Ясно.
Давай городить баррикаду Бобровью. Так, а ну. Хочу вернуться обратно чуть-чуть. Опа. Ну, шатка, валка, но куда деваться? Ах ты ж. Падла. Теперь мне кажется, что Фриман жирный. А, тут, сука, невидимая стена, что ли? Ля вы крысы, конечно. А кто так делает? Ну, тогда что я могу сказать? Нам с тобой надо возвращаться к деду и говорить с ним. Он же просил вернуться, как мы тут закончим. Ух ты ж, ёп! Не, ну бывает. Ладно, собственно, ну как бы и хрен с ним. Видимо, к деду нам не суждено попасть обратно. Ну да и ладно. В любом случае, это было любопытным путешествием. Я не знал, собственно, даже, да, что он это нечто из себя представляет, но представляет из себя что-то нечто довольно интересное. Как минимум, мне было очень даже занятно за этим понаблюдать, почитать, как это дело разрабатывалось, почему Half-Life такой классный, и вот это вот все. Вот, ты напиши мне в комментариях, что ты думаешь о подобных вещах. Может быть, мы с тобой, наши 3,5 человека, сможем сказать Volvo, что они должны снять еще таких мультиков прикольных, только игровых, о том, как разрабатываются игры. Вот. Не забывай ставить лайки под видео, подписываться на канал, ставить колокольчик. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.